Сильные блюда полагается подавать с гарниром. Что в качестве гарнира? Можно, конечно, взять картошечки намять, там, пюре сделать. Или пожарить картошку. Но одна картошка в качестве гарнира, мне, ребята, кажется довольно скучно. Поэтому я беру всякие овощи и даже грибы. Грибы я беру шампиньоны, самые маленькие. Их аккуратненько очистили. Да? Вот это корень петрушки. Очень ароматная, вкусная штука. Если есть корень сельдерея, хорошо, положите корень сельдерея. В общем, возьмите кому что нравится. Но надо порезать так, чтобы эти овощи приготовились одновременно. Корень петрушки может готовиться подольше. Вот такой молодой лук-шалот, если вы хотите, чтобы он сохранил свою структуру, будет готов довольно быстро. Поэтому корень петрушки я нарезаю вот так. Морковку, ну, такая бэйби морковь. Какая-то хипстерская штука, да? Пусть она остается такой, какой и есть. Мы ее просто... Вот сейчас вода закипит, мы ее опустим в воду вариться первой. Может быть, вместе с репкой. Репку тоже нарежем не крупно, примерно так же, как нарезан корень петрушки. Казалось бы, петрушка, да? Но вот везде есть, на любом рынке, в любом магазине. Всегда есть. Корень петрушки? Не всегда. Выращивайте петрушку ради корня. Это очень вкусно. С корнем петрушки можно приготовить рыбное блюдо замечательно. Вот точно так же рыбу можно потушить, и это будет просто очень вкусно. Гарнир будет готовиться в два этапа. На первом этапе отваривания. Я думаю, что репу и корень петрушки вместе с морковкой мы будем варить 12 минут. Вот лук достаточно варить минут 7-8. А сколько минут варить картошку молоденькую? Думаю, что 10. Так что с интервалом в 2 минуты мы опускаем по очереди все овощи гарнира. Я посолил, потому что здесь 4 или 5 литров воды, и здесь порядка 3 килограммов овощей. Это все требует соли. Без соли еда вкусной не бывает. Таймер на 2 минуты. Через 2 минуты опускаем картошку. Прошло 2 минутки, но вот сейчас закипит, там уже на дне начинается какое-то бурление. Опускаем всю картошку и ждем еще 2 минуты. Знаете, когда мы опустили репу и морковь, то температура воды в кастрюле, разумеется, остыла. Там уже не было никаких 100 градусов, было градусов 85-80. То есть у нас сейчас овощи готовятся при относительно низкой температуре. Но так они лучше сохранятся. Так они лучше сохранят свое богатство и текстуры, и вкуса, и аромата. Ведь это очень важно. Прошло 2 минуты, и теперь мы опускаем лук. Лук, как я уже сказал, я собираюсь сварить всего лишь на всего 6 минут. Я хочу, чтобы он остался даже, может быть, чуточку хрустящим после того, как мы обжарим все эти овощи в сливочном масле. Но не просто в сливочном масле, а в серьезном таком количестве сливочного масла. Вот тогда они приобретут достойный вкус и аромат. Таймер 6 минут. 6 минут. Пошел. А вот грибы мы опустим уже непосредственно в сливочное масло. И они успеют приготовиться вместе с остальными овощами как раз ровно так, как надо. Перец я хочу только окунуть в масло. Это остренький перец, но он очень красивый, обладает удивительным ароматом. Не надо его резать, и вся острота останется там, внутри. А овощам передастся только его восхитительный запах. Назначенное время прошло, и перекладываем все овощи. Они, разумеется, еще живые, но так вот скажем, подваренные,
хорошо подваренные. Перекладываем их в невысокую кастрюлю, в которой обжаривать овощи будет гораздо удобнее, чем глубоко. Ну а теперь сливочное масло. Беру хороший, очень хороший шмат сливочного масла. Отрезаю, ну сколько здесь? Вот так вот, наверное, будет граммов 100. Не меньше. Так здесь овощей ведь пара килограммов. Так что вот эти 100 грамм, это всего лишь навсего 5% жирность, которая совершенно полезна для любого нормального человека. Накроем крышкой, чтобы масло поскорее растаяло. И иногда будем перемешивать. Нагрелось. Вкусный запах пошел. Ну что ж, перемешаем. И пусть начинает потихонечку жариться. Пусть начинает потихонечку шкварчать. В общем, в итоге здесь все должно получиться просто сказочно вкусно, но куда ж нам без петрушки, без укропа, без чеснока. Хочу показать вам, как можно сделать традиционную эту зеленую посыпку еще вкуснее, еще ароматнее, еще лучше. Ну, во-первых, петрушка. Надо ее нарезать прям вот совсем мелко, как только можно мелко. Для чего нужен такой размер петрушки? Да она так пахнет сильнее. Петрушка умеет пахнуть, поверьте мне. Некоторые считают, что это только кинза пахнет. Нет, петрушка, вот если ее как положено накрошить, она пахнет, будь здоров, как. Теперь вот к этому количеству петрушки, ну, фактически небольшой пучок петрушки, надо бы добавить зубчика 3 чеснока. Ну, можно и чеснок, конечно, так порубить, но и вот есть чеснокодавилка. И не морочьте себе голову. Берите, да и пользуйтесь. Получится точно так же. Мало кто определит. Теперь сюда необходимо добавить лимонную цедру. Лимонную цедру при помощи терочки. И именно цедру, и именно желтую часть. Ни в коем случае не белую корку, которая горчит. Лимон потом можно использовать точно так же, как обычно. Чай с ним выпить, что угодно. Но запах лимона содержится именно в этой цедре. Лимонная цедра – это один запах, а вот апельсиновая цедра, ну, кажется, что почти что одно и то же. И то, и другое мы бы определили запах цитрусовый. Но она все-таки послаще. И потом мы выправим все лимонным соком. Что касается сладости, здесь достаточно чеснока. Чеснок, как ни странно, да, он пахнет как острая приправа, но на самом деле он содержит в себе очень много сахара. Он сладкий. И эту сладость подчеркнет вот уже апельсиновая цедра. Все. Аккуратненько перемешиваем, аккуратненько рубим и перекладываем в миску. Лимонный сок. Готовил бы я что-нибудь, ну, как сейчас модно, совсем без жира, то сюда следовало бы добавить, может быть, еще и оливкового масла. Но поскольку у нас и на мясе жира достаточно,
И вот здесь в овощах есть отличное сливочное масло. Достаточно будет просто лимонного сока. Все, пусть петрушечка, чеснок постоят и станут чем-то одним целым. Помешать. Не забывайте мешать. Здесь не должно ничего подгореть. Здесь даже не должно ничего подрумяниться. Здесь все должно вот так протомиться и превратиться в нечто очень вкусное. И это полезная еда. Во-первых, здесь и витамины есть. Во-вторых, это еда и вполне сытная. И без мяса поешь, и тоже будешь сытым. Ну а уж вместе с мясом это ровно то, что должен прописывать хороший, грамотный доктор для хороших людей. Грибы. Грибам только сливочное масло, их отваривать не надо. И пусть останутся чуточками живыми, и это будет очень хорошо. И надо сейчас перемешать так, чтобы грибы оказались где-нибудь там внизу, возле масла. Все. Пусть готовится, томится, я думаю, что еще минут 10. Но за 2 минуты до полной готовности овощного гарнира не забудьте, пожалуйста, добавить острый перчик. А? Не забудете? Я в вас верю. Дорогие друзья, вот это моя книга номер 5. Она есть уже у многих из вас. Радует. Очень полезная, очень красивая, очень большая, очень тяжелая. А вчера начата печать 11-й книги. Книги о татарской кухне. Книга будет называться «Земля, душа и еда татар». По размерам, вот по таким физическим размерам, она будет вот такая. То есть еще больше, чем книга «Казан». Только она будет еще толще. Здесь 280 страниц. А в татарской книге получилось так, что будет 440 страниц. Дешево такая книга стоить не может. Но начиная с издания моей самой первой книги «Казан-Мангал», каждый раз я устраивал для моих подписчиков особые акции по продаже книги. И вот пока еще книга не поступила на склады, вы можете оплатить эту книгу по значительно сниженной цене. Ну, скажем, до 1 октября. Просто заходите на мой сайт stalik.ru. Здесь сейчас напишу вот stalik.ru. Прочитали, да? Ну, запомнили? Наберите в интернете, заходите на этот сайт, там найдете эту книгу. Ее можно заказать либо с автографом, но тогда уже без скидки, либо с хорошей скидкой. Выбирайте, что вам нужнее. И вы получите эту книгу первыми. Кстати говоря, книга о татарской кухне, моя первая книга, которая издается не только на русском языке, но вот прямо сейчас одновременно с русским тиражом печатается еще и небольшой английский тираж. Если у вас где-то есть родные, друзья, знакомые в тех странах, где не говорят по-русски, вы можете приобрести для них книгу на английском языке. Разумеется, небольшой тираж обходится дороже, чем большой тираж, поэтому книга на английском языке будет немного дороже. Но нам-то с вами что беспокоиться? По-русски она будет стоить своих денег, я вас уверяю. Так что поторопитесь. После 1 октября уже не просите о скидках. Будет та цена, которая все равно дешевле себестоимости этой книги. Потому что мы можем продавать эту книгу по тем ценам, которые вы увидите на сайте, только потому, что у нас были хорошие спонсоры. А если бы без спонсоров, вот чисто на коммерческих условиях, цена этой книги должна была бы быть минимум 15 тысяч рублей. Да она и выглядит на все 15. Ну, совсем уж вечереет. Пора ужинать. Овощи
как мне кажется, получились замечательно. Пахнут на всю округу. Ох, теперь им перчика задать. Овощи готовы. Я с удовольствием отведаю лук, морковку, картошечку. А вам пожелаю приятного аппетита!